Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной. Как всегда на моем канале вы всегда услышите искренние и добрые слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада. Ментальный плен. У кого ты не выходишь из головы и чей рассудок ты медленно сводишь с ума. Девочки, вы никогда не задумывались, почему у некоторых мужчин при встрече с вами расширяются зрачки или внезапно пересыхают в горле? Это не из-за похмелья, нет, девочки. И дело не в химии. Дело в том, что в их голове вы уже прожили с ними целую жизнь. Прямо сейчас есть человек, у которого вы просто не выходите из головы. Вы для него как вирус в системе. Он пытается вас удалить, но программа раз за разом выдает ваше прекрасное лицо. Он просыпается с вашим именем на губах и засыпает, прокручивая ваш последний разговор. Вы, девочки, стали его главной тайной и его главной пыткой. Давайте узнаем, кто же этот человек и почему именно вы стали его личным наваждением. Советую досмотреть до конца. В конце видео будет совет, помимо совета карт, да, как себя вести, если вам это нужно. Совет психолога. Надеюсь, это будет вам интересно, полезно. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ваша сигнификация. Вау, сразу все четко, ясно и понятно. Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, мудрая, женщина, которая захотела выйти за рамки, может быть, общепринятых каких-то даже норм, может быть, знаний, которые дают среднестатистически, ну, уже не знаю, женщинам, да. Сейчас. Скорее всего, женщина манкая, привлекательная для мужчин. Тут и для мужчин, и для женщин вы загадка. Это я уже озвучила. Многие за вами следят, наблюдают. Вы привлекательнее по Луне. При этом, чем больше с вами общаешься, тем более остается вопросов, да? Создается вопросов. То есть с вами начинаешь на какую-то тему одну общаться, разговаривать, да, выстраивать диалог. Ух, и тут, оказывается, вы, может быть, неожиданно для собеседника разбираетесь в какой-то еще новой теме, подбрасываете какую-то новую тему для разговора. Как будто бы очень интересно, многогранная женщина, которая не останавливается в своем развитии, имеет, может быть, огромный там широкий спектр каких-то там познаний. Не говорю, что они прям у вас там всякая отрасль, всякая там не знаю, там дело какое-то, вы прям дока, вы специалист, но мне кажется, вы можете чуть ли не с любым человеком найти общий язык, поговорить на какую-то тему, которая будет интересовать этого человека и вас. Ну, я считаю, вы всесторонне развитая личность, мне так идет. При этом до конца себя не раскрываете. Я не думаю, что осознанно, это как-то скорее, как ваша уже, наверное, как защитная реакция. Вы не спешите слишком сближаться, ну, раскрывать свои карты, если можно сказать, где-то даже перестраховываетесь, может быть, не хотите быть уязвимой. Мне так это идет. Так, новости, компас. Ну, конечно, можно сказать одним сочетанием, старайтесь держать нос по ветру, да. Но тут чуть-чуть по-другому. Тут женщина, которая сейчас пытается нащупать свою дорогу, свой путь. Может быть, способы достижения поставленных каких-то целей, мечтаний ваших. Одна из главных мечт ваших целей – это стать финансово независимой. Это может быть какое-то новое дело, как это сказать правильно, раскрутить. Да, может быть, использовать тут карта новости, какую-то информацию, может быть, какие-то новые связи наладить. Да? Для чего? Для того, чтобы, опять-таки, мне такое идет, как раскрыть свой потенциал. И опять-таки, я не вижу тут парных карт. Я думаю, тут больше вы озабочены, ну, стремитесь к чему? Тут карта свобода, крылья расправить, да, карта финансы.
Карта компас, карта новости. Это о чем? Это о том, чтобы найти какой-то выход из той ситуации, в которую вы попали. Я не говорю, что она тут плачевная, но вы хотите улучшить условия своей жизни. Мало того, вы хотите, может быть, знаете, как добрать то, что длительное время не могли получить. В том числе тут финансовую, опять независимость, опять приобрести что-то, что, может быть, длительное время откладывали, говорили, ну, попозже. Пока потерплю, пока это отодвигается в сторону, эти какие-то мои желания. Ну, у кого-то свобода, это в прямом смысле свобода, может быть, вдохнуть полной грудью, может быть, от каких-то обязанностей, ответственности даже освободиться. Вот тут как-то так. Ну, в любом случае, мне показана женщина, которая не хотела бы плыть по течению, а хотела бы действительно как-то сейчас выстроить свою жизнь, улучшить ее, процветать, вот тут так. И быть независимой. Это очень важно тут вот для вас. Поменьше, по крайней мере, зависит от кого бы то ни было. Близкие это или не близкие, мужчина, там женщина, родственники. Нет, вам бы хотелось самой творить свою судьбу. И вы понимаете, для этого нужно быть материально независимой. Такая ваша сигнификация мне сейчас идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим. Ментальный плен. У кого ты не выходишь из головы, и чей рассудок ты медленно сводишь с ума. Бедные. Чей же вы там рассудок сводите, бедные мужчины, да? Смотрим. Первое. Хозяин мыслей. Кто этот мужчина и в каких отношениях вы состоите? Скрытых, прошлых, нынешних. Какое именно воспоминание о тебе он прокручивает чаще всего? Может быть, твой смех, твой уход, твой взгляд. Может быть, какое-то твое колкое замечание, да? Ладно. А насколько сильно это думание, да? И насколько эти мысли его выматывают энергетически, его состояние, вот, насколько он вымотан энергетически, как он проявляет свою одержимость в реальности, не называя ее прямо, может, там бросается на всех, рычит, а может наоборот, не знаю, добрый, белый, пушистый. Так, стоит ли тебе выходить на связь с ним или позволить ему окончательно потерять голову в этом лабиринте? Сегодня мы такие добрые. Так. Кто этот мужчина, в каких отношениях вы состоите? Скрытых, прошлых, нынешних. Какое именно воспоминание о тебе прокручивает чаще всего он? Смех, твой уход или твой взгляд? Насколько сильно выматывает энергетически его вот это состояние, эти мысли о тебе? Может, ему пора уже скорую помощь вызвать. Как он проявляет свою одержимость в реальности, не называя ее прямо? Ну, как это выглядит, его проявление? Задумчивый взгляд, искоса, да? И стоит ли тебе выйти на связь с ним или позволить ему окончательно потерять голову в этом лабиринте? Начинаем. Кто этот мужчина, в каких отношениях вы состоите? Скрытых, прошлых, нынешних. Сразу мне показана карта невозможность, то есть невозможно... Ой, одну карту, девочки, а что-то я одну не взяла. Что это, наверное, важная какая-то? Ну, конечно, кто сомневался. Дьявол. Так, дьявол невозможно. Дьявольски привлекательны вы для этого мужчины, но почему-то с вами невозможно отношения строить. При этом карта жадины. В каких отношениях состоите? Ну, это скорее скрытые отношения. Я пока прошлого не увидела. И не увидела нынешнее. Давайте так. Мне похоже очень на какие-то скрытые взаимоотношения. Почему? Объясню. Потому что тут есть соперница, сразу говорю. И соперница рядом карта аисты. И карта еще финансы, тут желание. Я это все могу прочесть. Мужчина может быть не свободен, но раз соперница, и аисты это детки, семья. При этом на первое выходит
насчет вас, это карта дьявол, это сексуальное влечение к вам, это желание к вам приблизиться, протянуть руку, обнять вас, быть рядом, вдыхать ваш аромат, ваши духи, да, ладно, ваш запах, ну не знаю, такой, но при этом невозможно, и поэтому мужчина по карте жадина держит это все эти желания при себе, этого дьявола он пытается обуздать. Вот так, это скрытые отношения какие-то, и карта желания, а желание все равно остается при наличии тут семьи, другой женщины. А желание самое заветное для него, это вот прям желание, это с вами может быть встретиться, пересечься, как-то увидеться даже. Вот такой хозяин мыслей. Женатик, не свободен. При этом все при себе держит. Карта жадины. Четко говорит, невозможно. А дьявол ему шепчет на ушко, так хочется. Так, следующее смотрим. Какое именно воспоминание о тебе он прокручивает чаще всего? Твой смех, твой уход или твой взгляд? Ангел. Ух ты. А тут какая-то у вас ссора была, выяснение отношений. Какое-то время уже длительное тому, еще раз ссора, тут оппозиция, тут ссора, время, счастье, сейчас я посмотрю, смотрите, архив памяти это называется. Какое именно воспоминание о тебе прокручивает чаще всего, смех, уход или твой взгляд? Тут какие-то у вас были, как это правильно сказать, боевые действия, да, уже не знаю, оппозиция, друг с другом, что-то выясняли, что-то друг другу доказывали. Это уже какое-то время прошло, при этом ссора какая-то была. Но самое первое у меня идет, скорее всего, внешность ваша, да, ваш образ какой-то. Он вас изначально вот так вот, первое, то, что он думает о вас, это карта ангел. Ангел, который тут мужчина изображен, который разбрасывает купюры, да, эти. Но это скорее ангел, это как, если все вместе прочесть, это вас он так ассоциирует. Женщина, которая, сейчас, девочки, извините, у меня кот кричит. Идет ассоциация вас с ангелом, внешне привлекательная, добрая очень женщина, при этом которая разбазаривает свои ресурсы, может быть, в том числе и на него, да, тратит время, энергию, какие-то надежды, шансы. При этом, может быть, он в принципе вас видит вот таким ангелом, который действительно вот так вот, тут вот эти прям, не знаю, добро какое-то несет, да, не просто ему, а у вас может быть вообще подход такой, был какое-то время тому назад, девочки, потому что тут карта время все-таки, это сюда. В принципе, такая, может быть, где-то раздай беда, да, знаете, как говорят, все, что есть, я все раздам, помогу, а потом, может быть, сами сидеть, не хватать вам этих ресурсов, разных ресурсов, и задумываться. Да, когда во мне там кто-то нуждался, я это даже без всякой мысли раздавала. Когда мне нужна теперь чья-то помощь, поддержка, что-то мало кто остался. Ну, это так. Лирическое отступление. В принципе, он видит вас. Ну, карта ангел, как я по-другому могу сказать. Добрая, светлая, чистая душа. Но тут противостояние какое-то, девочки. Оппозиция, видите, женщина-мужчина. Причем на стороне женщины сила. Правда, на стороне женщины. А тут какие-то между вами такие были, может быть, взаимоотношения непростые. Да, вряд ли все было прям гладко. Так, кто-то хотел сказать, подкова, это что? Это, скорее всего, женщина, которая, может быть, приносила удачу мне. Да, я был с ней рядом счастлив. Вот так вот, какое-то воспоминание. Но рядом же карта ссора. Может быть, он это ощутил как раз после того, когда поссорился с вами. Когда пути дороги ваши разошлись, да, после этого он, может, подумала. До него, может быть, дошло постфактум, да, как осознание того, что насколько эта женщина была важна для меня в моей жизни, какую роль она играла. Тут может тоже так быть, значит, потерявший плачем.
Черная кошечка, карта дом, карта защита. Знаете, у кого-то прям мне хочется сказать, если он не свободен, вы могли его наполнять, вдохновлять, даже вот каждый день радость дарить, даже ваше присутствие в его жизни. Потом, может быть, вот после вот каких-то разборок, выяснения отношений, точки над «и» расставили, и человек мог остаться, ну, наедине, ну, тут карта дом, со своей семьей, со своими какими-то обязанностями, в своем ритме каком-то. А ощущение пустоты какое-то есть. При этом тут черная кошечка, дом, карта защита. Скорее всего, ну, тут мужчина выбирает свой дом, может быть, опять свою жизнь, свою семью, но при этом он еще столкнулся с тем, что вы, может быть, закрылись после этого выбора, может быть, вы четко дали понять, я не буду второй, третий, пятый, и какую роль ты мне отводишь в своей жизни. Тут что-то такое, как будто бы много тайн, недоговоренности по черной кошечке, утаивания. Такое мне идет. Может быть, непонятен даже формат взаимоотношений. Но у вас он вспоминает тут двойственно. С одной стороны, я уже сказала, ангелочек, с другой стороны, женщина, которая не захотела, может, по его правилам играть, не зря там какие-то ссоры, не зря там противостояние. Женщина, которая, может быть, себя начала отстаивать, свои потребности, желания, элементарно может озвучивать какие-то свои, ну, действительно, у вас же есть потребности. Так, давайте я пару карт хочу бросить все-таки. Этот мужчина, он вообще, вот, ну, это скрытые отношения. Может быть, вы догадываетесь, о ком это речь, но это прошлое ваше. Там вышло, кажется, мне прошлое все-таки. Это скрытые отношения. Да, уже длительное время это идет. Прошлое. Прошлое, в котором присутствуют третьи лица. Вы не свободны, он не свободен. Ну, тут такая какая-то ситуация. Так, давайте дальше смотрим. Температура чувств, да? Насколько сильно эти мысли какие-то, эмоции к вам выматывают его энергетически. Ну, плохо ему, конечно, выматывают. Токсично для него это. Так, ой, тут он, бедняжечка, может, начал увлекаться эзотерикой, психологией. Если раньше мог 100% вообще быть далек от этого всего, а тут карта принц и карта окно в иной мир. Я не удивлюсь, если он начал задаваться какими-то вопросами. Для чего мне эта женщина встретилась? Карта зеркала и иной мир. Тут у него есть понимание того, что вы не зря встретились. Для чего-то вы встретились. Какова ваша роль в его жизни? Вот тут вот такие мысли у него. Плохо, плохо, накручивает себя. Ну, тут еще эта карта, она часто тоже говорит о том, что человек может быть не свободен. Ну, я не буду тут говорить эти фразы, там, что он думает, почему ты мне так поздно встретилась, да, ну, тут что-то такое из этой серии может быть. Почему я так говорю? Потому что тут, с одной стороны, вот эта карта кровь, это все-таки, ну, я не буду сюда, это из магической колоды, но мне тут хочется считать это как, может быть, он уже, как знаете, у него есть там обязанности, ответственность, может, узы, может быть, детки, кровные родственники какие-то, уже слишком много у него переплетено, может быть, связано прям с близкими этими родственниками. Опять-таки, семья, детки, это все сюда. При этом четкое понимание идет того, что мысли о вас выбросить он не может. Как в зеркало смотрит и окно в иной мир. Считает вас где-то своей, действительно, второй половинкой, родной душой. При этом карта дельфин, мысли какие-то его периодически, вот, знаете, как накрывают по дельфин. Это все-таки, это все прекрасное, новое. То, что могло бы быть, но при этом вот эта вот карта как будто бы, а этого не будет, ну или он не может себе это позволить, так как уже тут что-то у него есть. Выматывают эти мысли.
Тут даже я вам хочу сказать, у него больше ощущения, понятно, вы там для него по дьяволу сексуально привлекательны, это созависимые какие-то отношения могут быть, но тут еще и родство душ, тут поиск ответов на вопросы, которые его мучают. Это не просто там, там сексуальная какая-то интрижка, тяга. Нет, это что-то большее. Он так это для себя характеризует. Он, а он себя чувствует униженным в этом доме. Если он выбрал, там, дом, семью, почему-то он, не буду говорить, что прям жалеет, но он себя там, мягко говоря, дискомфортно ощущает. И опять у меня выходит сочетание черная кошка и дом, потому что много тайн. Он может многое скрывать, от него могут многое скрывать. Как будто бы, это какие-то отношения там, я не знаю уж. Это тема другого расклада. Но, мягко говоря, там все совсем очень непросто. А ему не дает идти в новое с вами или с кем-то другим, может быть, строить взаимоотношения. Карта дом, и смотрите, вот подчинение, как цепи вокруг шеи намотаны, он как, не знаю, как заложник, может быть, ситуации, может быть, сам так, не знаю, какие-то у него есть бонусы от пребывания в этом доме, в союзе. Да, давайте так, не снимать ответственность с этого мужчины. Ну вот, показали мне так. Сейчас я спрошу еще последнее. Энергетически выматывает вот эта карта токсично очень сильно. При этом фасад держит такой. Я ресурсный, я интересный по карте принц. Тут я для многих лакомый кусочек. Я себе цену знаю и не покажет никогда, как ему плохо. А при этом идет параллельно работа мозга, да, попытки разобраться, кто она для меня, почему она в моей башке сидит. Карта зеркала, тут кого-то идет отзеркаливание, как вы к нему, так он к вам и наоборот. Какие-то отношения он все-таки до конца таки не понимает, кем вы для него являетесь. Что? Ваша карта сова, мудрость, карта княгиня. Ой, тут он говорит о том, что как мне хочется иногда послать все к черту и с вами, может быть, попытаться какие-то шансы добрать, взять, не знаю, дотянуться рукой до вас, но при этом он вас считает очень мудрая по карте сова, при этом женщина, которая заслуживает самого лучшего. Тут нет такого, знаете, что он думает, что вас там какой-то удовлетворит промежуточный вариант или, не знаю, там какой-то интрижка какая-то там, встреча раз в 3 месяца. Нет, тут он понимает, что вы заслуживаете самого лучшего. И он прекрасно понимает, что нужно будет где-то попрощаться со своей стабильностью, карта якорь. И карта шабаш — это набраться смелости и рискнуть. Тут такое. Но мысли его посещают. Следующее. Как он проявляет свою одержимость в реальности, не называя ее прямо? Да как проявляет? Балансирует никак. Топчется на месте, как медвежонок какой-то. Тут балерина стоит в пуантах, да, этих. Так, это баланс у нас карта. Новости, одиночество. Опять этот якорь, который о стабильности говорит. Семья, род, феникс. Как он проявляет себя? Я не удивлюсь, если этот человек может даже при вас говорить о своей семье, о своих каких-то, может быть, планах в семье. Карта якорь, стабильность, тут материалка, благосостояние, приумножение. Может даже говорить там, не знаю, жене новую там нужно машину купить там, или там отдых какой-то планирую с семьей. Ребенку нужно там обучение в Англии проплатить, еще где-нибудь. А параллельно с этим показано, он себя чувствует одиноким. Вот в этой стабильности, в этом каком-то размеренном ритме такой.
одиночество, то ли вдвоем с этой семьей, но свою одержимость он скрывает и удерживает это равновесие, баланс этот. При этом новости по поводу него периодически могут вам какие-то долетать, рассказы по поводу его семьи, там, может быть, совместного отдыха, каких-то планов. При этом одиночество. И то есть никак вот это не проявляется. Я так вижу, тут наоборот, можете подумать, да у него все неплохо, вроде налажено. Более того, он может даже подчеркивать материальную стабильность, что он дает семье, что он является этой опорой. При этом в конце карта Феникс, я сейчас уточню, о чем это, как он проявляется. Может быть, знаете, тут мне сравнить Феникс, это в принципе как птичка, да, периодически появляется, вот, потом опять пропадает с ваших радаров. О чем птица Феникс? Может быть, ну, он скучает по вам, да? Как он проявляется? Вот, скорее всего, когда вот соскучится, может быть, как эта птичка Феникс где-то опять из пепла, вы думаете, все уже отгорело, отболело, все прошло, и тут он вновь где-то или сам проявляется, или через кого-то о вас узнает. Это как искушение, какой-то соблазн. Это вы для него, он по вам скучает, вы для него по этой карте змея. Соблазн, искушение, где-то, может, запретный плод, который очень сладок. Сплетни о вас собирает, ему интересны все новости о вас. О, в полной мере урожай. Хотелось бы узнать, что у вас там происходит. Ой, это он. Еще у него тут такое какое-то, может быть, желание как-то выстроить с вами отношения, дабы вы, знаете, были ведомы в роли марионетки. Ну, дабы он был главный, управляющий где-то, не буду говорить папа Карло, да, но тут как будто бы он все-таки где-то, может, пытается вас где-то спровоцировать, узнать что-то о вас. Но тут карта коса, это что-то плохо получается, у него не удается либо узнать о вас что-то, то, что его действительно интересует, то ли вас как-то спровоцировать на что-то. Я не вижу, что получалось, наоборот, тщетны какие-то попытки. Либо информацию, которую он у вас как-то получает, она какая-то, ну, недостоверная, перекрученная, исковерканная, или вообще это, которая его не интересует на самом деле. Ну, вот так вот как-то. Ну, тут человек наблюдает за вами издалека, вы для него как были привлекательны, манки, и непонятны, так и остаетесь. В открытую вряд ли он будет проявляться, но пока я не вижу. Ну и совет, да, карт. Стоит ли вам выходить на связь или позволить ему окончательно потерять голову в этом лабиринте? Ух ты, карта морали, карта множества женщин, маска, коса и лотос. А вам говорят, не нужно, оставайся, ну, не нужно проявляться. Почему? Ты для него являешься одной из тех немногих, которые, как вам сказать, вы для него, вот, это непрочитанная книга, при этом он вас и ассоциирует, там карта ангел, и тут карта мораль, добро, свет. Вы выделяетесь из толпы этих женщин, наоборот, не проявляйтесь. Скорее вас тут призывают, знаете, если вы будете там как-то сами, ну, может быть, инициировать встречи какие-то, продумывать планы, вам говорят, ты потеряешь много времени, ты превратишься в одну из вот этих вот каких-то, то ли его поклонниц, то ли навязчивых каких-то дамочек, ну, как-то ты себя обесценишь даже этим. И вряд ли ты какой-то результат достойный получишь. Вот так тоже. Тут как будто ты сможешь очень сильно устать, и твоя вот тут красота, энергия, все пойдет прахом. Вам наоборот говорят, где-то может быть за маской скрывай свои там какие-то мысли, то, что ты уже думаешь в отношении этого мужчины, но при этом оставайся вот такой по карте тут мораль, да, добро, свет, открытые ладони.
И по карте Лотос чистота, чистота помыслов, намерений. Тут как-то так вот, именно в принципе такое оставайся в отношении мира, да, может быть людей, которые, ну, к тебе также настроены. Сейчас я уточню тут. Ну, на связь не нужно выходить. Дача, что? Тут вам говорят, ну, если он не свободен, то, ну, как ты проявишься? Ну, и к чему это ни к чему не приведет. Нет, у человека не нужно ставить его вот какие-то жесткие рамки и выбор, вот или, да, как по влюбленным, это выбор, и карта Аист. Но если у него дети, если он до сих пор не готов к чему-либо, то, ну, и не нужно вот так вот. Но тем самым, если ты так поступишь, там проявишься, типа ультиматум еще какой-то будешь ему ставить. Тут карта защита, мужчина будет защищаться, и по карте коса это все разрушится. Наоборот, ты можешь показывать свои какие-то, ну, видения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Это все ты можешь транслировать ему, что для тебя важно. Допустим, важно то, что ты не будешь там второй, пятой. Для тебя важна чистота и прозрачность во взаимоотношениях. Вот как-то так. Это он должен делать выбор. Это уж вы точно не должны его к этому подталкивать. Так, все-таки маску хочу вот понять. Маска. Сейчас, девочки, сейчас. А маска, что это маска? Вы советуете? Совет. Я же поняла, что не выходим мы на связь. Пусть он сам бродит в лабиринте, сам делает выбор. По маске, что это? Это быть более хитрой? Нет, о чем это? Что это? Ну тут, знаете как, я спросила, маска, это что, быть более хитрой вам, вот за этой маской скрываться? Говорят, нет, это не в хитрости дело, отторжение. Карта смерть это в плане вашей трансформации. Вот вы думаете как-то там вот по одному, а тут надо более, ну вот вообще по-другому как-то посмотреть на всю эту ситуацию. Нестандартно, Арлекин. Может быть, ну прям действительно не думать о том, что вот он, мужчина, он там женат, дети и какие перспективы. А тут в принципе для себя даже разобраться, для того, чтобы в будущем вам такие мужчины, ну, не то что не попадались, они, ну, в сердце не западали вам, да, не цепляли вас, разобраться, а почему этот мужчина мне встретился, а почему для меня это так волнительно оказалось, для чего он в мою жизнь пришел. Тут карта книга, как будто бы вам нужно разобраться где-то самой собой, где-то набрать информации даже. А у кого-то, я вам хочу сказать, тут карта идет кольцо, это говорит о том, что он не свободен. И карта подчинения, это то, что он уже подчиняется чему-то, какому-то, ну как будто правда, может быть, уже давным-давно он там несет этот груз ответственности. И тут вам говорят, а нужен ли вообще тебе этот товарищ, девочки? Ну, может быть, даже посмотри на его жизнь, на его, вот, если ты примеряешь его к себе, вообще не факт, что ты с ним смогла бы быть в законном браке и счастлива, более того. Может, со стороны это одна картинка, да, этот мужчина, а в семейной жизни это какое-то такое невыносимое, уже не знаю, там, тоска, занудство, или наоборот, какие-то агрессивные там его наезды, высказывания, поведение. Ну, вы поняли, да? Вот тут что-то такое не пытаются донести вам. Посмотреть на ситуацию по-другому как-то. Не знаю. Пробуйте. И совет карт, да, уже сказала, и совет психолога, мысли. Ой.
мысли о вас, они стали для него лабиринтом, из которого он не может пока выйти, не хочет, может, даже выходить, потому что его реальность без вас, ну, его реальность без вас, она кажется ему пресной. Психологически вы стали его сверхценной идеей. И мой совет: не играйте, девочки, с его рассудком ради забавы. Сила вашего влияния, она велика, поэтому используйте ее созидательно. Будьте милосердны, правда. Либо впустите его, если он надумает там что-то конкретное уже, да, либо поставьте четкую точку в эфире, да. Теперь, мои хорошие, вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.